Итак, зарядочку воткнули, заряжается, даже показывает подробно, как заряжается, сколько ему сейчас заряжаться, сколько он потребляет. Мне вот эта штука очень зашла, вообще, мне прям понравился. Во-первых, он очень круто смотрится с MacBook'ом. Мне очень нравится. Внешний вид. Он реально 10, то есть в районе 10 тысяч заявленных. iPhone зарядил, ну, получается, грубо говоря, там полтора раза iPhone зарядить, при том, что он потреблял. Почему мне эта штукенция зашла? До этого я купил Inio 25 тысяч, 100 ватт, лучший пауэрбанк, просто бестселлер на Амазоне. Но как только я его подключил MacBook к нему, он начал заряжаться от MacBook'а. И он вошел в цикл, то есть то он заряжается от MacBook'а, то заряжает MacBook, и он сам живет своей жизнью. То же самое происходит с iPhone'ом, ты не всегда можешь определиться, что от чего заряжается. Вот. Плюс из 25 тысяч заявленных он реально терял, к MacBook'у подключаешь, и он за 10 минут теряет практически всю свою емкость, практически не зарядив ноут. То же самое там с iPhone'ом, да. Здесь относительно честных 10 тысяч, ну плюс-минус, там понятно, какой-то погрешностью. Вот, но он выглядит он сказочно, ребята. Это просто вот, эта кнопочка. Видите, процесс пошел. Заряжаем мы его. USB-C зарядка от Chromebook'а. По-моему, 45 ватт зарядка. Я взял помощнее для того, чтобы посмотреть, как быстро он зарядится. Он реально стоит, заряжается. Сейчас вам скажу. Ну, около 10 минут. С 1%. Вот 14 потихоньку набирать. В общем, что бы я хотел сказать. Вот эта штукенция при своей цене замечательная портативная штука, которую можно кинуть с собой в рюкзак, и она вас выручит. Конечно, это не супер там аккумулятор, который вам поможет зарядить все, что можно, но он продлит вам на какие-то пару часов возможность работы в MacBook'е, и я думаю, что 1,5-2 раза зарядит полностью разряженный iPhone или Samsung, чем вы там пользуетесь. Вот, поэтому вот эту штукенцию рекомендовать могу. Сейчас я ее еще погоняю немножко, посмотрю, как она себя будет вести. Но пока мне очень нравится. Мне очень нравится. У меня, вы помните, мой любимый пауэрбанк. Боже, как он назывался? А2. Не помню уже. С AliExpress. Он приказал долго жить. Вот. И я долго не мог себе выбрать нормальный пауэрбанк, который реально будет более-менее честная емкость. Но самое важное даже не емкость, а как он работает, понимаете? То есть вот то, что заложено вот здесь, вот в этой плате, то есть чтобы он правильно показывал, чтобы он, когда нужно заряжать, он заряжал. Когда нужно заряжаться, он заряжался, понимаете? Не у всех есть... Не у всех это нормально реализовано, а у некоторых это просто какая-то порнография. Вот. Ну, я думаю, что поначалу берет он хорошо, потом будет замедляться, он показывает, что он будет заряжаться еще 59 минут. Посмотрим, кстати, насколько точно оно будет показывать. Рекомендую, друзья. Ссылочки в описании. Собственно говоря, поставили заряжаться. Вот наша с вами спецификация. Мне кажется, вот я погонял чуть-чуть, мне кажется, что все близко к реалиям. Я не уверен насчет выхода в 150 ватт, но в принципе, мне нравится, как он работает. В комплекте у нас вот такой вот тоже коктейль USB-C. Вот. Но сама штучка очень стильная, красивенькая. С MacBook'ом смотрится прям шикарно. Вот такой вот интересный девайс. Вот. Ну и по портам у нас ничего супер сложного.
Два порта, USB-C хорошо отдает, но он же для зарядки, и обычный порт USB-A. Честно говоря, даже не знаю. У меня и проводов таких уже нету, ничего заряжать. Кроме стабилизатора, на который я снимаю. Да. Итак, друзья мои. 99:45. Мы заряжаемся, сейчас я вам скажу точно, 56 минут, 57. То есть он заряжается с 1% до 100 за час. И это, блин, ну это прикольно. Он реально как телефон. То есть он по простоте использования, вот эта штука прям просто телефон. Зарядил, разрядил, подзарядил, все. Плюс еще вот этот экранчик мне очень нравится. Он показывает прям и ваты. Тут режим можно переключить. Вот потребление амперы, вольты. Можно выключить экран, можно оставить включенным. Ну вот, у нас осталось, и показывает, что осталось заряжаться 1 минута. Бомба. Мне очень нравится, рекомендую. Та-да! Ровно час. И мы заряжены на 100%. Слушайте, очень прикольная штукенция. 50%. Но вот у нас зарядился с 49 до 78. Ну вот, собственно, вот так. Отдавал он 45 ватт, 48 ватт, сейчас 24. В общем, до соточки 49 зарядил MacBook, но я, правда, на нем работал. То есть остаток у нас 15. Ну, то есть вам, грубо говоря, хватит на 60%, а то и на 70% зарядить ноутбук, MacBook, если вы не будете им пользоваться, а просто поставите заряжаться. Я думаю, что где-то 60-65% он вам восполнит. А это 6-7 часов работы. Остаток сейчас проверим. 15% на iPad.